Всем привет, друзья! Сегодня с вами Алексей. Смотрите вы канал Лесной Строитель. Чуть сзади меня идет Евгений. У него тоже есть канал свой в Ютубе, Лесной Кот 63. И направляемся мы в давно забытое нами местечко. В Каменный дом. Я там не был уже где-то с августа, наверное, месяца. Женька вообще, по-моему, с мая, с весны. Много воды утекло. Интересно посмотреть, что там, как он поживает вообще, этот домик. В первую очередь, сразу же, как доберемся, пойдем пилить дрова. Даже есть две удочки, как они, мормышки называются. Ну, если будет время, желание, может быть, посидим, попробуем что-то поймать. Хотя я сильно сомневаюсь в наших возможностях. Тем не менее, попробуем. В любом случае, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра в ближайшие 30-40 минут вместе с нами. Идем мы по следу от мотособаки. Можно было бы идти поближе к берегу, но вдоль берега много ломаного льда. Может быть, там под этим льдом и промоины где-то есть. Неизвестно, поэтому лучше идти по чьему-то следу. Так надежнее. Ну а так-то вообще морозы стояли конкретные. И в этом году Волга стала капитально. В том году прямо рядом с каменным домом была огромная промоина, с которой я набирал воду. Но в этом, по-моему, не будет. А так, конечно, погодка суперская. Сегодня тепло, -5. Солнышко светит уже практически по-весеннему, греет. Пейзажи шикарнейшие. У подножия гор прям идем. Приятная такая картинка. На другом берегу острова, протоки, леса. Ну и, конечно же, очень яркое солнышко. Погода, в общем, нас радует. Я думаю, вообще день будет хорошим, теплым и удачным для нас. Что интересно, след от мотособаки идет вдоль берега и по направлению к нашему каменному домику.
Капец вообще. Ужас. Нет, ну в целом более-менее еще нормально. Я, честно говоря, думал, здесь будет намного хуже. Но придется немножко попотеть. Что это, мыши, что ли, прогрызли? Или что? Может, мыши. Короче, семечки разбросаны. Дров нет, но, в принципе, этого мы ждали. Поэтому сейчас сразу из того, что есть, с помощью этого затопим печку. Я, наверное, начну здесь немножко порядок наводить. Все это вытряхну, подмету. А я пойду пилить дрова. Пила есть, волокуши есть. Напилишь там хотя бы одну партию сюда раз, и у нас уже будет чем растапливать хорошенько. Ну, я как раз за это время, наверное, порядок и наведу. Да. Давайте еще посмотрим вот что. Журнал посещений. Что мы там на подоконнике увидели? Стоит кружечка с приветом из Саратова. Вот. По-любому кто-то из Саратова здесь был. 18-19 октября в том году. Здравствуйте, Алексей из канала Лесной Строитель. Мы, Олег и Екатерина из Саратова, очень любим путешествовать по городам. И этой осенью решили побывать у соседей. Тольятти, Самара. И одной из целей было посетить этот каменный домик. Мы активно смотрим все видео, а про локацию данного домика узнали из последнего видео. Виды красивые, домик прекрасный. Не останавливайтесь на достигнутом. Двигайтесь вперед. ПС. Спасибо домику, Алексею, Сергею, Евгению. Приготовили покушать, согрелись, переночевали. Также оставили подарочки, сувениры. Супруга из Волгограда. С уважением, Олег и Екатерина. П. Волгоград и Саратов. Спасибо за презенты. Олег и Екатерина.
уже становится теплее. И что хочу сказать, какие-то ребята не очень хорошие здесь были. Грызли семечки прямо вот сюда, в кастрюльку. Ну, по сути, можно же было их потом выкинуть, правильно, за собой убраться. А мало того, что они сюда наплевали, так еще и здесь все в семечках было. Ну, ничего страшного. Главное, что не заболевали и не наложили сюда где-нибудь большую лепешку. Это было бы куда хуже и страшнее. Сейчас печурку забиваем дровами до отказа. Заодно эти остатки семечек там спалю, огрызки. И пойдем на реку. Возьмем бур ледовый. Будем добывать воду. Лед, как вы видите, прямо напротив дома в этом году есть. В том году была промоина большая, огромная, из которой я просто топориком подходил, тонкий лед сбивал и набирал воду. А вот, кстати, Женька пришел с дровами. Очередная порция. Я смотрю, у тебя прям дровишек достаточно. Я думаю, нам часа на 1,5-2 как минимум хватит. Тут уже чистенько стало, и потихоньку тепло становится. Уютно. Все, конечно, хорошо. Кирпичная печь, она чудесна, прекрасна, но набирает температуру она очень долго. То есть вот здесь... Ну, а тут еще и дом сам по себе каменный. Представляете, сколько его придется прогревать. Я надеюсь, что до вечера хотя бы градусов до 15. Ну, было бы здорово нагреть его. Потому что в ночь у нас пока что еще легкие морозы. Несмотря на то, что уже февраль заканчивается, по ночам у нас минус 15, вот так минус 18 даже. Тут тем более около реки, ветер может подняться на реке. Может быть еще холоднее. Хотим посидеть, погреться, покайфовать немножко, просушиться, но не получается. Камни, ну кирпичи пока просто леденющие на печке. Ну и дрова у нас, конечно, не самого лучшего качества, действительно. То есть мало того, что это не дуб, не береза, я не знаю, что здесь растет вдоль берега. Ну и плюс ко всему, сами видите, они все промерзшие в снегу, влажные. Да ну и изоляция дома тоже не идеальная на самом деле, но все окупает вот этот вот вид в окно. Просто чудесный и великолепнейший. Ладно, что, за водой пойдем. За водой. Ну, как говорится, Ждем чай. да, жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Градусов на 5, наверное, уже потеплее стало. Ну, уже прям почти нет пара. Ну, чуть-чуть-то есть, конечно. Зато без шапок можно сидеть. Уже, да. Плюс сейчас, кстати, и горелка немножко нам тепла нагонит. А чаю попьем, вообще жизнь наладится прям. И тогда можно действительно и попробовать порыбачить.
лунок много. Можно много попробовать. Какой-нибудь, может, поймаем. Попыток сделать, да, может, что и повезет. Взял мотыля и 2 мормышки. Такие удочки, самые простые. Чисто ради удовольствия, просто вот времяпровождение такое. А цели поймать большой, по сути, это дело и нет. Но было бы здорово такую щуку достать. По щучьему велению. Необычные такие ощущения, конечно, классные, когда можно гулять и видеть дом издалека. Вот уже метров, наверное, на 100 ушли от него. Просторы обалденные. И на солнышке вообще тепло. Руки, конечно, еще подмерзают без перчаток, но у нас солнышко теплое, прям хорошее уже. Теплее сейчас здесь, чем в доме, наверное. Фу. Ну вот, когда-то мы здесь проплывали и этот домик нашли в разрушенном виде. А теперь здесь наслаждаемся времяпровождением. Красиво. Да, я тоже думаю, воздушная подушка, вот она прям. Широкий след. Метра 2, да, и прям вон пошел туда. Тоже вот прям в 50 метрах от дома нашел. Было 0, только повесили, уже пошло плюс 3. Сейчас вот и выясним вообще, до скольки мы его прогреем сегодня, этот дом. Потому что действительно ночевать... Я, по-моему, и не ночевал здесь зимой. В том году я, по-моему, в ночь ушел. Женек точно здесь не был. Тоже здесь не ночевал. Ну да, мы не ночевали здесь. Летом, осенью ночевали. А, не, я, может, ночевал, но с печкой, с пошехонкой, с этой. С кабанчиком. С кабанчиком, да. Вот, поэтому тоже хрен его знает. Ну, посмотрим сегодня. Пока плюс 3. Ну, в принципе, топка полная. Все. Как бы он сам не сломался. Толщина льда, я вот смотрю, блин, вот 20-25 сантиметров где-то.
ближе к берегу надо вообще вставать. Какая-то херня была бы. Разобрался, оказывается, удочку я неправильно держал. Сейчас я понял технику, как она вообще работает. Но, тем не менее, ничего не изменилось пока. Никаких даже намеков на клев нету. Я думаю, будет много комментариев по поводу того, как правильно рыбачить, какую прикормку использовать, как держать удочку, как вообще сидеть, как стоять. В любом случае будет интересно почитать. Пишите. Так, ну что, друзья, уже стемнело, время 9 час. Мы тут немножко дух перевели, погрелись после неудачной рыбалки. Ничего не получилось. Ну, еще есть возможность завтра попробовать порыбачить. Может быть, что-то получится, может быть, нет. Вообще, изначально я предполагал, что будет свинина, ну, либо хотя бы говядина, да, что-нибудь такое. Но в итоге мы проехали мимо магазина, так называемого шестерочки. Вот. И уже закупались в деревне. В деревне зато какие плюсы. Картошка их местная, это я точно знаю. И, возможно, кстати, и курица тоже местная. Но курицы филе не было, поэтому пришлось взять бедрышки. Там у нас кости остались, в фольгу положили. И я думаю, мы их в печку. Ну, как кости, я мясо срезал, там кости с мясом, с остатками. Пожарим, похрустим уже, может быть, что-то получится из этого, посмотрим. Ну, а основное блюдо — картофель тушеный с мясом. Сейчас тогда обжарю филе куриное, после чего лучок, морковку добавлю тоже, попассерую это все дело, и уже впоследствии заливаю кипятком и добавляю картофель. Он у меня уже мелко нарезан, вот там покажу потом, и будет, я надеюсь, очень вкусно. Приступаю к готовке, ну и вам желаю тоже пойти взять бутерброды, может быть, что-то вкусненькое из холодильника, пока мы тут готовим, чтобы не облизываться, слюнкой не сходиться, не текли у вас, чтобы слюни. Так, лучок закинули, его тоже сейчас немножко обжариваем, потом морковку и, соответственно, тоже обжариваем. Ну и у нас уже есть чайник с горячей водой, потом добавляем горячую воду и картошечку. Доводим до кипения и ждем вкусного ужина. Запах уже вот такой вот здесь, мясо. Ну, естественно, не забываем солить, перчить по вкусу, но это уже кому как нравится. Жалко, камера не передает запахи. Уже 20 градусов, ну, 19 с половиной. И печь мы уже так не топим, как поначалу, потихонечку подкидываем по одному, даже не по лешку, а по половинке.
Немного лук подгорел. Я сначала не понял, что это такое. Мы же воду из Волги набирали. Я думал, что это может быть водоросли из Волги. В темноте непонятно было, когда мы набрали. А это лук подгоревший вот. Да, соль прям маловато. Это, кстати, тоже соль, но с какими-то специями еще. Так что можешь ее тоже попробовать. Вот. В общем, ставлю 4 с плюсом, наверное. Ну, нормально, нет, вкусно. Для такой обстановки пойдет. Вкусное блюдо. О, соль добавил, теперь ништяк. Теперь уже великолепно. «19 градусов». Ну и по ходу дела температура уже не поднимется выше. Нам так кажется уже, да? Ну, в принципе, и так нормально, что. Да, комфортно. Мне в свитере. Тоже. Эти кирпичные стены, холод идет. Да. На него даже вон некоторые с подтеками какими-то, то есть влагу, видимо, впитали, а сейчас вот отдают ее. Ну, он у меня прям как эти, как Да, вот такие они. подтеки. Ну, а что, бетон, в принципе, да, то есть он за зиму там все вбирал в себя, за осень. Сейчас мы его сушим. Может быть, к утру, кстати, если печку-то топить, может еще и потеплеет. Ну, все-таки, может, стены начнут нагреваться, в конце концов. Ну, не таких вот ледяные они. Да, да, были вообще прям лед, а сейчас уже нормально, потеплее. Я в душе сижу, Нормально, не да. так холодно. Ну, влажные, конечно. Сейчас потихоньку будем готовиться ко сну. Завтра, если будет время, желание, то попробуем опять покормить рыбу мотылем. Может, повезет, конечно, дай бог. Вот. Картошка одна утонула, пускай кушает. Кстати, да. Когда мы картошку пошли на речку, я положил в лунку и ушла на дно. Ай. Старайся подлиннее пилить. Играет, прям это переливается. Такое, конечно, морозное утро после не очень хорошей ночевки. Наверное, каждые часа полтора приходилось в печку дрова подкидывать, а чуть заканчиваешь их подкидывать, сразу холодать начинает. Ну, в итоге под утро там что-то к 10 градусам уже температура опускалась. Вот.
Сейчас более-менее разогрели дом. Вышли на реку сюда. И тут, конечно, картина такая красивая. Рыбаки вон там. Раз, два. Две группы рыбаков рыбачат. Ну и морозец, наверное, градусов под 15 даже. Прохладненько. Угу. Солнышко прям яркое такое, пока еще не теплое. И снежок красиво блестит, переливается. Сейчас чаек попьем, немножко порядок еще наведем там за собой, да? Будем отправляться в путь-дорогу. Ну что, друзья, почистили мы печку перед уходом, дрова положили туда сушиться, так что следующие гости, кто захочет прийти, у них будут уже первые дрова на растопку, на первую топку. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, до новых походов. Всем Пока-пока. пока. Не болейте.